Так, ну что, скоро приедет Света, надо вылечить эту стену. Ну, картина, наверное, знакомая, у многих такое случалось, и многие наверняка не знают, чего делать. Ну да, все мажут, кто купоросом, кто хлоркой. Мазал я здесь и хлоркой, и сушил, оно лезет и лезет, и вообще непонятно из-за чего. Ну, буду делать свои какие-то секретные способы, есть у меня особый материал, пока я это должен все зачистить. Пройду грунтовкой, подсушу это все потом и специальным этим материалом. Там идут какие-то трубы, но больше по низу внутри стены. Мы там с Марьяном ничего не проводили, то есть эта плесень изначально была. И это угол внешнего дома с задней стороны. Ну, что там происходит, я пока не понимаю. Ну, вот либо эта плесень за долгие годы живет просто внутри стены. И, опять же, по моим предположениям, она должна постепенно исчезнуть. Ну, первый год только прошел. Да и, в общем-то, затеки еще все-таки были небольшие. Сухо! А плесень есть. Вот так вот. Шпаклевали мы здесь, ну, сначала штукатурили, потом вот этой гипсовой шпаклевкой. Ну, все-таки надо было чем-то, наверное, другим без гипса. Та же история под умывальником. Я уже просто устал брызгать, ничего не помогает. Тоже пройду этим материалом. Он как бы защищает, не дает влаги зайти вовнутрь. Это не совсем резина, я не помню, как он называется. Ну, в общем, можно... Неважно на самом деле, все мы живем в разных местах, и надо интересоваться конкретно продуктами, которые продаются в вашей стране или в вашем городе. Также и здесь я уже устал брызгать, только нужно чем-то пройти, чтобы заблокировать выход этой плесени. Кстати, мне подписчица посоветовала, что можно также и прошпаклевать суперклеем, таким аккакуаранта называется, в Италии продается. Говорит, что через него плесень не проходит. Ну, я пока попробую другим продуктом, который у меня оставался. Давно мне его посоветовали. Ну и тоже пока хочу зафиксировать грунтовкой все это, чтобы всю эту рыхлость немного затвердить, так сказать. Ну и тоже совет всем, у кого есть такие болезненные подозрительные стены, их нельзя ничем закрывать, ни мебелью, ничем. А у меня здесь тоже несколько месяцев стояли двери, которые пришли. Это была тоже большая ошибка, но я тогда не знал, что там будет что-то вылазить. Наносить можно и кисточкой, здесь не очень удобно, американо или шпателем. Неважно, но лучше в 2 слоя. Так, ну тут та же процедура. Пусть пока стоит, сохнет. Ну, и вот видите, были темные пятна. Я передвигаю по чуть-чуть. И они пропали. Пока что так сделаю. Вообще есть такой способ. Особенно когда видно кирпич. Прожариваешь стену и просушиваешь таким образом. Ну, по идее, и любая муфа должна, плесень, убиваться при такой жаре. Как оно жарит хорошо. Стена прям горячая. Не могу держать. Представляете, вот так. Так должно быть. Здесь можно было бы феном
прожарить это все. Но я тоже не пойму, откуда, неужели так пропитана стена, потому что ну не может, это все новые трубы, Марьян это все паял, не может оно течь. И не видно, что оно мокрое. Не знаю, вот такая вот фигня. Что интересно, эти трубы не идут снизу вверх, понимаете? Чтобы там они протекали. Они идут все вверху и туда вправо. А здесь, ну что, только сливная труба канализационная вот эта. Ну там сложно, чтобы что-то протекало, там резинки и все такое. Поэтому вот такой вот тупик, просто маразм какой-то. Но опять же напомню, что это все с наружной стороны был сильный, долгий затек. Я уже молчу, что это годами у них заливалось, у них там была вот в том месте душевая кабинка, просто разваленная в хлам. Также и здесь, ну как бы видно, что, видимо, это место все-таки немного еще влажное внутри стены. Ну тоже здесь феном можно было бы прогреть. И тоже напомню, что долгое время в это окно затекала вода, пока я не сделал вон тот козырек. Но, опять же, сторона-то не солнечная, и тоже надо время, чтобы это все высохло. И плюс я еще напомню, оно же пропиталось под плитку туда, затекло. Эти пятнышки просто надо помыть. Я говорю, что чем, кстати, вот эта черная плитка хреновая, здесь что-то текло, просто плитку надо помыть. Что на ней очень видно, на этой черной плитке очень видно всякие пятна. Ну, Свету это не пугает, ей нравится черный цвет. Кстати, наверное, я возьму и закрашу черной краской все это вокруг окна. Не? Будет же красивее? Красивее. Ну, так же само прогрею и здесь. Говорю, что этот угол у меня вначале, там прям пух от этой плесени был. Пусть греет. Стена у нас уже прожарилась тут, наверное. Не? Класс. Класс. Что-то додаст это. Пока я буду ждать, что оно за лето прогреется. Так быстрее, не? Света мне за газ должна. Баллон 25 евро стоит. Ну, его хватает, я шучу, конечно. Так, теперь я ее выключил. Скажу вам такой нюанс. Опять же, надо думать всегда. Верхнюю часть стены оно просушило. Ну, скажем, там 5 сантиметров, да. Ну, пусть 10. Но внутри стены-то сырость осталась. Пусть теперь эта верхняя часть опять вытянет ту сырость. И потом опять просушим еще немного. Ну и если помните, я менял здесь светильник, не хватало одного выключателя, купил новый. Да, так он и стоил что-то около 10 евро один выключатель. Ну и как всегда, как я говорю, что вроде повесить светильник, а все время то выключатель, то дырка, то еще что-то. Ну и вот это остаточные работы, которые меня очень, я оставлял их, и вот сейчас уже в конце все накопилось, ну, в общем-то, все сделал. Ну, комментировать тут нечего, может, кому пригодится, раз уже снял, посмотрите.
Ну а дальше опять крышка унитаза, которую я забросил на несколько месяцев. Все, мне что-то не хватало. Так, не могу я эту просунуть штуку туда. Боюсь, что и обратно даже не пойдет. Кто не видел тот ролик, напомню, что крепление это было такое дурацкое. Оно должно было в дырке там типа распереть. Болт ее должен был, но оно не держалось так. И мне надо было что-то придумать другое. Я матерился, бо я не знаю, где Света нашла эту крышку. Есть намного удобнее крепление, поэтому потратил на нее кучу времени. Ну, раз я уже тоже снял, сидите, смотрите тоже, как просто это поставить было. В принципе, несложно, но тем не менее. Просто надо ее чуть-чуть, сука. Ладно. Я у меня паяльная лампа. День. Ну, а что делать? Запарился. Так. Других идей нету. Я хотел, чтобы она туда закрутилась, как бы по резьбе. Но оно не важно было. Можно просто было просверлить и не париться. Но изначально оно должно было быть так, что говорю, что болт должен был затянуть вот этот низ вверх и как-то зафиксировать. Но оно не фиксировалось. Va bene? Va bene. Блин, уже сломалось что-то. Вообще хрен какая-то. Вообще, может, оно мне... Ну, как не надо, но вроде как... Ну, как так? Пипец. Подождите. Мне еще не хватает двух, правильно? Будем искать. Юрий, почему ты не ложишь все на место? Вот оно. Я говорю, что иногда просто лень думать. Честно говорю. Окей. Теперь мы делаем. Берем эту. Я, понимаете, что играю? Что я не хочу, чтобы потом, когда я все это закончу, чтобы она потом вылетала, и я тут мучился, по 10 раз приходил, и мне Света говорила: Андрей, что за херня? У меня слетел этот стульчик. Окей. Теперь посмотрим, что у нас получится тут. Что я здесь надумал? Я надумал поставить пару шайб. Сначала одну, чтобы она была не притык. Я поставлю такую резиночку
Мне надо сделать дырочку. Что, опять этим? Вот так вот сделал дырочку. Ну, разогрел просто, что там показывать, не? Теперь я одену эту сюда. Так. Теперь я одену шайбу сюда. Теперь мне надо плавно еще одну шайбу чуть поменьше. Теперь еще одну шайбу чуть поменьше. Нет, тоже была поменьше. Вот эту совсем маленькую. Так. Теперь мне надо вот эту аечку, это все дело затянуть. Так. Это дело там будем держать, а тут будем... Ага. Надо плоскогубцами держать. Гречка. Так. Теперь запрещаем. Окей. Так. Все, уже держится. Так. Все, чуть-чуть ходит. Но так я уже понимаю, что оно будет держать. А вы мне говорите. Все остальное мне не нравилось. Так, теперь второй этот. Еще одну дырку сделать. Как я тут дырку делал? Как? Очень просто. Шайб таких я искал, нету в магазине. Может и есть, но можно из силикона было бы. Когда в тюбике застывает силикон, там можно нарезать шайбы с него. Окей. Дальше. Это отсюда. Где эта штука? Здесь, где выпала силиконовая прокладочка. И где она? Вот так вот. Нет, что я делаю? Я делаю так вот. Вот так вот. Так. Теперь ты сюда закручиваем этим туда. Ай, горячая. Так. Теперь что берем? Резинку, шайбу. Так. Одеваем ее. Напомню, что все эти шайбы и другой болт — это моя модернизация. Их в комплекте не было. А то, что было, не работало. Теперь нам надо отрегулировать, чтобы она красиво встала. В давнем ролике мне все так советовали упорно, что там эксцентрик, да ты ж тупой. Знаю, что там эксцентрик. Вот опять тупик, понимаете? Я уже показывал эти крепления, настолько простые, что... вот она. Вот она. Вот так. Теперь все это мы ставим. Вот так. Должно быть как-то ровно, потом так, пока так.
Теперь так. Это держится, так. Надо, чтобы... Так, все, оно закрепилось. Теперь нам просто, как вы говорите, эксцентрик. Я понимаю, что эксцентрик. Мне надо это вытащить сюда, поэтому их надо развернуть. И ладно. Чуть откручиваем. И откручиваем, нет. Или снизу, или сверху. А, снизу тоже можно. Так, опускаем. Очень длинно. Вот так. Вот так. Самый цинус. Правильно? Вот так. Все. Все. Поднимаем. Вынимаем. Иначе как мы закрутим, правильно? Вот так. Как мы закручиваем? Лучше плоскогубцами снизу. Попаем. Руками. Так. Так, хорошо. Окей, супер. И также вторую. Все, видите, они мертвы. То, что я и хотел. Вначале у меня это не получалось. Теперь ставим вот эти накладочки декоративные. И я знаю, что она теперь никуда не вылетит. Вот такая моя модификация. Все. Все, теперь оно ничего не вырвет. Потому что оно бы вырывало, и оно вырывало изначально. Теперь оно снизу зафиксировано. Это я уже 10 раз показывал. Все вот так. Окей. Все. Все, что я хотел сделать. Меня замучили все. Эксцентрики, лево, право, да ты тупой. Я не тупой. Знаешь, что так оно будет стоять, пока унитаз не развалится. Или пластик не развалится. Ну, еще один висяк у меня остался. Так мне не хотелось это делать. Дверь старая, монстры старые. С той стороны новые, с этой стороны что-то надо мудрить, пилить. Ну вот дотянул, и надо уже закончить. В общем, тоже особо комментировать нечего. Смотрите, может, кому тоже чего и надо. Как я уже рассказывал, итальянцы не хотят старое что-то ставить. Это я вот и должен сидеть еще старые гвозди оттуда выковыривать. Сделать несколько метров. Ну как вы это?
не думал я, что столько пылюки будет. Ну, а что делать? Короче, так получилось. Щелка есть. Ну, что я сделаю? Стена кривая. Вообще дверь, сами понимаете, какая. Но это можно и засиликонить. Есть даже коричневый силикон.